Приветствую, уважаемые гости и подписчики канала. На нашей планете множество прекрасных горных вершин, но лишь 14 из них достигают высоты более 8000 метров. Территориально все они располагаются в центре азиатского региона, а больше всего рекордсменов в Гималаях. Сегодня вы узнаете о 10 самых высочайших вершин Земли, о покорении которых мечтают тысячи профессиональных альпинистов. 10 место – Аннапурна. Самая высокая точка – 8091 метр. Расположенная на территории Непала, Аннапурна стала первой гималайской горой, сдавшейся людям и позволившей себя покорить. Первые альпинисты появились на ее вершине еще в 1950 году. Несмотря на это, еще не все вершины Аннапурны удалось исследовать. Один из 9 ее пиков, Мачу-Пучаре, считается среди местных жителей обителью богов Шивы, и подниматься в это священное место запрещено. Восхождение на Аннапурну считается сложной и довольно рискованной затеей. Многие альпинисты, мечтавшие покорить эту вершину, в итоге лишились жизни. Аннапурна в переводе с древнего литературного индийского языка санскрита значит «богиня плодородия». Древние люди дали ей такое имя, потому что ледяная шапка вершины питает местную реку Марсианди. Вода, стекающая со снежных вершин, дарит жизнь речной долине и многочисленным представителям местной флоры и фауны. Гора Нанга-Парбат. Самая высокая точка – 8125 метров. Нанга-Парбат располагается в самом конце западной части Гималайского хребта и является самым западным восьмитысячником планеты. Название Нанга-Парбат происходит от санскритских слов «нанга» и «парвата», которые вместе образуют словосочетание «голая гора». В Пакистане возвышенность более известна под тибетским названием Диамир или Диумир, что означает «огромная гора», или в другом толковании «гора богов» или «король гор». Покорение горы Нанга-Парбата стало для многих альпинистов последним восхождением в их жизни. Первое успешное восхождение состоялось только в 1953 году, после 6 провальных попыток добраться до ее наивысшей точки. Погода в этих местах крайне непредсказуемая. Столкновение теплых и холодных воздушных масс способствует резкой смене погоды и возникновению неожиданных осадков, выпадающих на склонах в большом количестве. 8 место – гора Манаслу. Самая высокая точка – 8156 метров. Восьмитысячник Манаслу входит в горный хребет Мансири-Гимал, находящийся на территории Непала. У Манаслу есть альтернативное имя – Котанг. Оригинальное же название происходит от санскритского слова, которое ассоциируется с душой. Живописные, захватывающие дух виды вершины и ее окрестностей всегда привлекали множество альпинистов. Но впервые совершить удачное восхождение смогла только японская экспедиция в 1956 году. Гора входит в список самых опасных вершин мира. Из 100 экспедиций всего 40 заканчивались успешно. Высока угроза схода лавины, которая становилась основной причиной гибели. 7 место – гора Тхаулагири. Самая высокая точка – 8167 метров. Эта непальская вершина, входящая в горную систему Гималаев, практически полностью скрыта под ледниками и снегом. Из-за этой особенности Тхаулагири считается одной из максимально сложных для восхождения. С начала 50-х годов было предпринято 7 попыток покорить ее, и лишь 8-я экспедиция в 1960 году увенчалась успехом. С 1808 по 1832 года главная восьмитысячная вершина горного массива Тхаулагири считалась самой высокой в мире. Наименование горный массив получил от своей главной горы. Слово Тхаулагири отражает внешний вид этого гиганта. В переводе с санскрита Тхавала или Давала означает «белый», а Гири – гора. Белая гора погубила жизни 58 альпинистов, которые мечтали о восхождении на такую высоту. 6 место – гора Чо-Аю. Самая высокая точка – 8201 метр. Эта гималайская вершина находится между Китаем и Непалом и не входит в список самых трудных для восхождения. Чо-Аю многие изначально рассматривают как тренировочный и учебный выход перед восхождением на Эверест. Склоны отличительно ровные, это делает ее привлекательной и для новичков-альпинистов. Через Чо-Аю проходят торговые пути. Происхождение названия этой горы до сих пор является довольно-таки спорным вопросом. По одним данным, это тибетское сокращение от Чома-Уи, что означает Чомо – богиня, Уи – бирюза. По другим данным, Чоуи означает «голова бога» или «божья голова».
Чо – бог, У – голова и указывает на родительный падеж. Чо-Ою – милость богов. Однако негативные случаи при ее покорении все-таки были. На склонах Чо-Ою остались лежать 39 альпинистов. Пятое место – гора Макалу. Самая высокая точка – 8485 метров. Эта горная вершина также носит название Черного великана. Такое имя гора получила благодаря китайцам, которые считают ее весьма труднопокоримой. Гора расположилась частично на территориях Китая и Непала, всего в 19 километрах от самой высокой горы в мире. Макалу открыли сравнительно недавно. До 19 столетия европейцы лишь примерно представляли себе Черного великана и наносили его на карты. Впервые попытку покорить вершину предприняли после 1950-х годов. Дело в том, что гора не являлась столь же популярной, как Эверест. Очень крутые склоны сделали Макалу одной из самых сложных гор для восхождения. Статистика подтверждает этот статус. Из всех экспедиций, отправившихся на покорение вершины, только 30% достигают своей цели. На счету Макалу 26 погубленных жизней путешественников. Четвертое место – гора Лхотсе. Самая высокая точка – 8516 метров. Еще ближе к Эвересту, всего в 3 километрах, находится гора Лхотсе. Высота каждого из 3 пиков Лхотсе превышает 8000 метров, и они считаются одними из самых сложных и крайне опасных для восхождения. Впервые гору покорила швейцарская экспедиция Эрнста Райса и Фрица Лухсингера 18 мая 1956 года. Спустя 14 лет была покорена вершина Лхотсе-Шар, то есть самая высокая из них. Все 3 первых восхождения на вершины состоялись в мае. Название горы имеет сложное происхождение. Оно связано с тибетским и китайским языками. Парадоксально, однако местные жители не давали название вершине. Сделали это участники первой экспедиции из Швейцарии. Лхотсе можно перевести как «Южный пик». Третье место – гора Канченджанга. Самая высокая точка – 8585 метров. Гора Канченджанга расположена практически на границе Непала и Индии. Альпинисты, которые смогли покорить хотя бы одну из 5 ее вершин, были удостоены прекрасного зрелища, открывающегося с такой высоты. Однако добраться до цели смогли не все. За всю историю восхождений на Канченджангу погибли 40 человек, а первая удачная экспедиция состоялась только в 1955 году. Переводится Канченджанга как «5 сокровищ великих снегов». Число 5 соответствует количеству вершин, а великие снега – это большие ледники на склонах пиков Канченджанги. По некоторым версиям на горе расположен вход в знаменитую Шамбалу, и что здесь можно повстречать снежного человека. До середины 19 века считалось, что именно гора Канченджанга – высочайшая вершина мира, но экспедиция 1849 года доказала, что Эверест и Чагари выше нее. Второе место – Чагари, или как ее называют, К2. Самая высокая точка – 8614 метров. Чагари не хватило всего 234 метра, чтобы получить первенство в рейтинге самых высоких гор. И ее заснеженные вершины, расположенные на границе Пакистана и Китая, привлекают опытных альпинистов своей сложностью и непредсказуемостью. Первая удачная экспедиция на Чагари состоялась в 1954 году, а всего за историю восхождений покорить гору пытались 249 человек. В простонародье гору Чагари именуют «Гора-убийца». Гора Чагари также именуется К2. Второе название распространилось спонтанно, после того, как один из исследователей пронумеровал видневшиеся перед ним вершины, одной из которых была гора Чагари. Сложность подъема на Чагари зимой настолько высокая, что ни одна экспедиция не смогла добраться до цели в это время года. По статистике, примерно 25% альпинистов, решившихся покорить эту неприступную вершину, не возвращаются домой. Чагари во многом считается сложнее для покорения, чем Эверест. Первое место – Эверест или Джомолунгма. Самая высокая точка – 8848 метров. Высочайшая точка Гималайского хребта и всей планеты в целом, эта гора за свою историю погубила жизни более 200 альпинистов. Первое удачное восхождение было задокументировано лишь в 1953 году. Красота и неприступность Эвереста каждый год привлекает сотни смельчаков. По статистике, 60% всех желающих покорить вершину достигают своей цели. Общее число успешно поднявшихся на самую высокую точку планеты уже превысило 9000 человек.
Главные сложности при восхождении на Джомолунгмо – сильный шквалистый ветер, нехватка кислорода и холод. На вершине практически невозможно развести огонь, а температура воздуха может опускаться до 60 градусов по Цельсию. Покорить все вершины этого видео – задача не из легких, и за всю историю альпинизма это удалось совершить только 30 смельчакам. С риском для жизни они смогли преодолеть стихию и доказать, что для человека на этой планете нет ничего невозможного. Надеюсь, сегодня вы узнали кое-что новое. Приходите на канал снова. Всего вам доброго.